На сознательном уровне я, конечно, ни о чем не догадывался. Я догадывался только по поведению взрослых, по испугу отношений властей. Я очень долго боялся людей в униформе. Я боялся лая собак. Но это все подсознательно. Конечно, я не понимал, что происходило кругом. Слишком я мал был для этого. А сам лагерь, конечно, тоже я не могу восстановить в памяти никаких воспоминаний о самом лагере. Помню только, что мама говорила, что я там научился первые фразы говорить, и что одна из первых таких связанных фраз была «хочу за зону». Майя знала все, она знала отца, она обожала отца, и это было страшно, его арест. Она какими-то эпизодами вспоминала это. Вспоминала, как пришли забирать отца, как он лежал бледный на тахте, как мама его спрашивала: «Миша, ну что происходит? Что, конец света?» «Да, это конец света». Он понимал, что когда его исключили из партии, что арест последует неминуемо. Он видел это кругом. Аресты шли по массовому порядке. Мама, дрожащая, там собирала ему вещи. Держала в руках галстук, говорила: «А галстук нужен?» Вот эта фраза «галстук нужен» мне запомнилась. Действительно, не галстук, а веревка нужна была. Первые воспоминания, очевидно, уже когда мы переехали из ГУЛАГа, из Алжира в Чимкент. Это было уже не заключение, а ссылка. Мне уже было больше 2 лет. Остались у меня в памяти воспоминания о Чимкенте, о этой мазанке, в которой мы жили. Высоченные тополя. Когда снизу на них смотришь, кажется, что они упираются куда-то в невероятную высь. Наконец, была снята судимость с матери, было получено разрешение вернуться в Москву. Я видел, как после войны к моим друзьям возвращались отцы. Мне говорили, что отец пропал без вести на фронте. Во всяком случае, как-то эта тема скрывалась. Когда, наконец, случилось, что умер Сталин, эмоции по поводу смерти Сталина были самые разные. Люди рыдали на улицах, люди показывали всячески свою скорбь.
Ну, конечно, не мать. Я помню реакцию матери, когда она увидела это в «Правде», этот портрет в черной рамке. Твердо, несмотря на всю свою мягкость, сказала: «Сдох, негодяй». И меня это сильно шокировало. Это очень было большим контрастом с тем, что происходило на улице. Мать сделала запрос, ей прислали справку о реабилитации. Я узнал о смерти отца. Я даже не предполагал, что с ним произошло. Все-таки мать до последнего момента, до получения этой справки, она все-таки надеялась, что он вернется. Ну и потом отовсюду появились люди, которые знали отца, вдруг стали навещать мать, которые ее сторонились до этого. Появился один человек, который уговаривал мать не делать никакие запросы. Потом я узнал, почему. Когда открыли дела, оказывается, этот человек доносил на отца. Появлялись и подруги матери, которые были вместе с ней в лагере. Я многих из них помню. Эти замечательные красавицы, женщины, которые прожили свои лучшие годы в лагерях. Когда воссоздалась вся эта картина этих сталинских репрессий в полной мере, когда мы получили хотя бы даже вот тоже возможность ознакомиться с делом отца, с его допросами, с его расстрелом через 15 минут после суда, конечно, преступность режима стала ясной абсолютно. Все должны знать об этих страшных репрессиях, об этом геноциде собственного народа, который происходил в наше время. И особенно молодое поколение. В других странах люди каялись. Я очень сожалею, что у нас такого покаяния не было. Самое неприятное и самое обидное, что много людей, которые стараются забыть и не бередить раны, а бередить все-таки надо. То, что пережила страна, то, что пережили люди, то, что пережили семьи, нету оправдания никакого. Люди, которые оправдывают это, они не имеют права на оправдание.